Природа загадочных явлений, которая ставит в тупик ученых. Древние города, танцующие леса, треугольники типа Бермудского привлекают исследователей и любителей сверхъестественного, а также туристов. И сегодня я хочу отправиться вместе с вами в одно из этих интереснейших мест. Всех приветствую! Вы на канале Мистика. Пока археологи пытаются воссоздать образ жизни и быт здешних обитателей, уфологи каждую ночь наблюдают странные небесные огни, свечения в атмосфере. Если верить рассказам уфологов, людей в этих местах внезапно охватывает беспричинная тревога. Приборы фиксируют загадочные нарушения в работе часов, меняется биение сердца, скачет давление и температура тела. Происходят непонятные перепады электрического напряжения и напряженности магнитного поля. Температура воздуха в течение 5 минут может повышаться и падать в пределах 5 градусов по Цельсию. Аркаим – это древний город, укрепленное деревянное поселение эпохи Средней бронзы, рубежа 3-2 тысячелетия до нашей эры, относящееся к аркаимско-синташтинской культуре и считающееся ровесником египетских пирамид и древнего Вавилона, намного старше древнего Рима и Трои. Раскопки показали, что жители города были представителями одной из древнейших индоевропейских цивилизаций, той ее ветви, которую называют арийской культурой. Поселение расположено на возвышенном мысу, образованном слиянием рек Большая Караганка и Утяганка, предгорная долина у восточных склонов Уральских гор. Существует легенда. Одно из самых загадочных мест нашей страны построила славянская богиня Славуня, правнучка древнеславянского единого бога рода. Древний город находится в Челябинской области, не более 2 километров от поселка Александровского. Доказано, что поселение появилось более 3000 лет назад. Город имеет общую площадь около 20 тысяч квадратных метров и включает в себя укрепленное поселение, а также могильник и хозяйственные площадки. Предполагается, что жителей в Аркаиме было около 2-4 тысяч человек. Вокруг города в пределах 25-30 километров находятся поля и пастбища. Это расстояние одного дневного перехода. Территория застройки тщательно спланирована. Она обеспечена водой и даже канализационной системой. Все постройки сооружены из дерева и подобия кирпича, сделанного из смеси соломы, песка и навоза. Внутри каждого жилого помещения располагались печи, очаги и колодец. Все поселения были очень хорошо укреплены и выстроены кругом. По периметру каждого, а иногда и внутри, рвы и валы. Оборона. Аркаим построен по точному плану. 4 входа ориентированы строго на стороны света. Ученые считают, что он выглядит как модель Вселенной. Обычный геологический разлом в долине, где построен Аркаим, эзотерики рассматривают как высшее провидение и считают, что только на таком месте мог появиться этот город. В Аркаиме можно отследить 18 астрономических событий: дни солнцестояния и равноденствия, восходы и закаты солнца при определенных условиях и многие другие явления. Для сравнения, в знаменитом Стоунхендже число таких явлений составляет 15. Ориентиры точны так же, как у египетских пирамид, построенных позднее. Именно поэтому Аркаим часто называют древней обсерваторией. Чтобы зарядиться положительной энергией, туристы посещают гору Шаманка. Гора, расположенная рядом с Аркаимом, иначе ее называют Лысая, которая в древности была вулканом. Попросить о прощении можно на горе Покаяния, а чтобы привлечь к себе противоположный пол, идут к горе Любви. Женщины, имеющие проблемы с личной жизнью, ищут счастья в мужском лесу. Говорят, после этого посещения точно появляются поклонники. А лес, находящийся около благодатной горы с кривыми деревьями, считается дурным. Говорят, в этом лесу можно сойти с ума. Как же обнаружили этот древний город? В этом месте 30 лет назад должно было быть построено водохранилище. Перед затоплением долины вертолет-разведчик
сделал несколько снимков местности. В кадр попали круги посреди поля. Вот таким образом и был открыт Аркаим в июне 1987 года. Произошло это в дни летнего солнцестояния. Назвали его по имени ближайшей сопки. Слово в переводе с тюркского означает хребет, спина. Считается, что этот исторический памятник был открыт 3 раза. Впервые его обнаружили военные картографы, и он был нанесен на военные карты приблизительно в 1957 году. Затем его открытие гражданские картографы с воздуха. При проведении аэрофотосъемки был обнаружен странный объект. В то время картографы решили, что на снимке попал засекреченный военный объект. Вслед за раскопками Аркаима выяснилось, что на Южном Урале раскинулась целая страна городов. Города и укрепленные поселения аркаимского типа в настоящий момент обнаружены на значительной площади. На 400 километров с севера на юг протянуты 1,5 десятка поселений, где жили сотни тысяч древних людей. При помощи аэрокосмических исследований в этом регионе было обнаружено еще более 2 десятков подобных поселений, охватывающих юг Челябинской области, юго-восток Башкортостана, восток Оренбургской области и север Казахстана. Хронологически поселения к эпохе Средней бронзы. Их возраст примерно 3800-4000 лет. Эти поселения образуют комплекс, называемый «Страна городов». Все они расположены на весьма компактной территории, диаметром примерно 350 километров. Относятся к одной эпохе и имеют общие черты, отличающие их от других обнаруженных поселений древности. Доисторические городища стоят примерно в 60-70 километрах друг от друга, на расстоянии 1 или 2 дней перехода. Это удобно для торговли и для совместной хозяйственной деятельности, а также для обороны и ведения войны. Страну городов заселили около 4000 лет назад. Срок для цивилизации немалый, но все-таки уступает Древнему Египту, шумерам, а также китайцам. Однако есть одна загвоздка. Обычно древние селились вдоль водных артерий – Тигр, Ефрат, Нил, Ганг. А в Зауральской степи текли ручьи в сравнении с этими реками-гигантами. Люди в стране городов жили и после Бронзового века. Эти места населяли близкие к нам сарматы, скифы, азиаты-кочевники. На месте одних исторических поселений строили другие, доставляя в будущем немало хлопот археологам. Откуда же аркаимцы и почему именно на Урале? Язычники считают, что это были древние арии, которых вела высшая сила на священную землю. Более убедительная версия звучит так. Аркаимцы пришли с границ юго-восточной Анатолии, азиатская часть современной Турции и Северной Сирии, двигались через Кавказ. Узнавали об этом по узору на кувшинах, которые исследователи считают заимствованными у тех культур. Найдены очень много параллелей между древними поселениями в этих землях и Аркаимом, от строения домов до способа обустройства металлургических печей. По черепам сделали реконструкцию облика аркаимцев, черты их лица европейские. Вывод: это не чистокровные арийцы, родиной которых является на самом деле Иран. Именно иранцев самые древнейшие источники называли арийцами. Если судить по прошлым местам проживания, разговаривали аркаимцы на индоевропейских языках. Это самая глобальная на планете языковая семья, от которой образовались балканские, славянские и многие другие языки. Считается, что племя это было воинственным. Передвижение из одной точки в другую невозможно без обилия солдат, разведка, охрана переселенцев и захват ресурсов. Оружием аркаимцев был лук. Очень много деталей от него и наконечников стрел найдено. Также были у них боевые колесницы. Вот это действительно историческое открытие. Сенсация, когда в Египте появились колесницы, аркаимцы уже пользовались ими. Питание аркаимцев было традиционное. Первое место в мясном рационе занимали коровы. Далее шли овцы, козы, конина. Они ели даже верблюдов. Ученые находили здесь их останки и подумали,
что в стране городов разводили этих необычных для Урала животных. Но потом выяснили, верблюды оказались здесь с караванами. Также они ели много рыбы. Обилие рыбного рациона можно оценить по солидному количеству чешуи и костей в окаменевших экскрементах собак. Куда же делись тысячи древних поселенцев, населявших эти земли? Построив целые города, добровольно покинуть эти края они точно не могли. Вокруг поселений все в костях и погребальных курганах. Многие усматривают мистическое исчезновение древних жителей этой земли. А может, их всех убил неизвестный и опасный вирус, а может, что-то пострашнее. Много теорий. Одна из них – Аркаим был сожжен самими жителями. Есть версия – они были огнепоклонниками. Другая версия – чтобы их дома не достались чужакам, аркаимцы все уничтожили. Следы пожара встречаются, но нет сгоревшей утвари и тел. Значит, все добро забрали перед пожаром. Люди прожили в Аркаиме около 200-300 лет. В конечном итоге город полностью был сожжен. Кто же сжег древний город? Местные жители? Внешний враг? Или случайный пожар? Доподлинно неизвестно. Версия ученых. Аркаимцы просто ушли. В те времена масштабные смены мест жительств – нормальное явление. Люди уходили к медным месторождениям и в поисках других ресурсов. Самым ценным на то время были лошади и скот. В конечном итоге народ рассеялся по Евразии и перемешался с другими племенами. В могильниках находили приношения усопшим, кувшины, оружие. Все это есть в Аркаиме. В могилах были кости животных. Возможно, животных приносили в жертву. Одна из находок ученых породила легенды о кровожадности аркаимцев. Это был настоящий ритуальный комплекс, грозности которого позавидовали бы герои древних легенд. В колесницу были свалены 4 тела. Удалось установить, что с них сняли кожу. 5-й скелет лежит отдельно, в окружении 2 конских черепов и оружия. Важный атрибут – навершие булавы. Это оружие – символ власти во многих культурах. Гипотеза звучит так. Вместе со знатным человеком умертвили его слуг. По собственному ли желанию? Вот в чем вопрос. Эта находка породила разговоры о еще одном обряде – сати. Здесь вместе с мужем убивали и супругу. Также загадка. Большинство захоронены в скрюченном положении, в позе эмбриона. Вокруг древнего города выстроились туристические комплексы с историческими аттракционами. Можно съездить туда лично и на все посмотреть своими глазами. Посмотреть реконструкцию домов прошлого, котлованы жилищ, укрепленные камнем, фундаменты и бревенчатые своды, перекрытия, обложенные камышом и обмазанные глиной с добавлением песка. Можно подержать в руках каменный топор, являющийся копией, посмотреть ножи, стрелы, копья, гарпуны, скребки, подлинный очаг и элементы пищевого рациона, занавеси из ситника, жалюзи из рогожи, кровати в виде деревянных нар, постели из камышовых матрасов и покрывала из шкур, стенды с утварью и оружием. Точная копия родовой усыпальницы кочевников в Чесменском районе Челябинской области. Детали внешнего и внутреннего устройства этой погребальной конструкции. Памятник датируется IV веком до нашей эры. На территории степи жили кочевые скифо-сарматские племена, на основании образа жизни которых у античных греков возникли многочисленные легенды о кентаврах и амазонках. Курган – это родовая усыпальница знатных представителей племени. Подлинные конструкции погребальных и культовых сооружений нескольких исторических эпох. Его еще грозно именуют Музеем смерти. Самая яркая достопримечательность Аркаима – этнографический музей в усадьбе оренбургского казака. Внутри восстановлен быт прошлого. Это подлинная изба конца XIX века. Сюда ее перевезли из соседнего района Челябинской области. Также есть последняя сохранившаяся в регионе мельница из сотен подобных, действовавших в начале прошлого века в Зауральской степи. Она была действующей и функционировала минимум до конца 60-х. Сегодня вы узнали об одном из загадочных мест нашей планеты.
Пишите в комментариях, куда бы вы хотели отправиться в следующих выпусках. В танцующие леса или в треугольники, типа Бермудского. Всем пока!